Господа, вы давно просили снять какой-нибудь лакшери. Давайте попытаемся приблизиться к тому, где уже что-то учтено, где уже не сразу выносит мозг какая-то логика производителя. Это X3, 83-й кузов, 2006 год. Что-то уже отрестайло, что-то еще дотрестайло. Бескомпромиссный колхоз, который был сделан уже прямо на заводе. Хозяин весит в 2 раза больше, чем я. Тачка, дрова, я не жилец. Начали. Ну и для наших гостей из Москвы заказали песню Газманова «Господа офицеры» и просили передать особый привет катанам из BMW клуба. Именно так я только что сохранил целыми 2 ребра. Погнали дальше. Сам по себе 83-й кузов вообще личность довольно противоречивая. Он настолько же притягивает взгляды, насколько их отталкивает. Дело в том, что все-таки это кроссовер. Да, на базе 46-го. Но прежде всего для нашей публики, для нашего менталитета кроссоверы от BMW это естественно 53. Это естественно X5 с какими-то странными людьми. В общем, машина, которая внушает на дороге тебе страх, благоговение, трепет и мечты однажды ей обладать. Так вот эта машина совершенно не такая. Она не просит тебя сразу «купи меня», у тебя не возникает желания на ней погонять, какого-то именно интереса как такового к этой модели именно не возникает. Однако со временем люди стали покупать, она стала мелькать в городе, и на ней стали кататься именно вот эти особенные личности, которые вроде не то чтобы прямо и такие ложки, но кажутся не такими крутыми. То есть это те люди, которые хоть и хотят подчеркнуть свой статус, но делают это не так нарочито. То есть понятно, что деньги есть, все хорошо, но не нужно давить прямо вот этим авторитетом, не нужно показывать всей вселенной, что я купил кроссовер от BMW, что я прям размолю любого в муку. Здесь все немножечко, как бы это сказать, утонченнее, эстетичнее, может быть, немножко рабее, я не знаю, у кого как. Давайте разберемся. Во-первых, чего X3 не хватает? Помимо размера. Опять же, мы обсуждаем менталитет нашего российского человека, потому что в Европе эта машина мега популярна, просто. Потому что там модно быть скромным. Там нормально купить себе кроссовер от BMW, но меньше, чем X5. Ты всем показываешь, что ты заботишься и об окружающей среде, и о комфорте людей, которые там в пробке, и тебе действительно легче парковаться, вообще все у тебя здорово. В нашей же стране немножко по-другому. Во-первых, полное отсутствие адаптивной подвески как таковой. То есть, может быть, это кому-то и не надо и так далее. В общем, то количество понтов именно, которое может дать вам X3, опять же, сильно ограничено. Это срезает огромный пласт покупателей для этой машины в нашей стране. Подвеска всегда будет довольно простая, железная, пусть с разными настройками в разных комплектациях, но тем не менее, вы увидите, что там все довольно-таки просто, даже по меркам такой матерой марки. Далее, отсутствие V-образных моторов как таковых, отсутствие за любые деньги буквы М. X3 всегда останется X3. Это всегда будут более-менее приемлемые значения. И самое быстрое X3, если не ошибаюсь, разгоняется, ну, я имею в виду, если мы берем стоковые значения, что-то вроде около 7 или 6,6. Но, в общем, никакого лютого космоса прямо эти машины не показывают. Опять же, очень важно. То есть отсекается стадия золотой молодежи. Если вы хотите быть самым быстрым, вам нужна другая BMW. Сзади этот автомобиль говорит вам о том, что несмотря на то, что он вроде как маленький, сделан из тройки, но подразумевает некую семейственность. В этом ему помогает, конечно же, и багажник. Практически под 500 литров, 440 или 450, где-то около того. Также можно еще сложить и спинки задних сидений, и тогда объем получится 1,5 куба. Проблема в том, что хозяин нас дико протроллил, и багажник оказался пустым, поэтому выбрасывать конкретно нечего. Но всегда есть выход. Под полиминимум, естественно, скрывается аккумулятор аж на 100 ампер-часов, естественно, свеженький, 3 дня назад мененный, говорят, потому что сток за 6 лет слегка подустал, вернее, за 8 даже, за 8. Ну, а все-таки мастер я устного счета. Все по мелочи, помещается помимо штатного барахла куча вот крокодилов, ну, потому что машина никогда не подводит, поэтому всегда самое много инструмента. Кстати, вот такой трос. Спешу обратить ваше внимание, что вот это шрот, этот трос, на самом деле, вот он не хотел, чтобы я его выкидывал, но это реально вот нет смысла в этом тросе вообще. Порвется сразу же, тем более машина весит под 2 тонны, наверное, да? 1650, полторашечку. Ну, плюс, естественно...
с тобой уже 2800. Вот, поэтому явно трос может, конечно, порваться. А в остальном все помещается, все хорошо. И главное, поскольку у нас X3, у нас включено в дополнительную комплектацию омыватель фар. Потому что штатный есть, но он, мягко говоря, фуфло. Омыватель фар — это вообще такая вещь, которая всех практически раздражает, потому что как бы он ни брызгал на стекло, все равно рано или поздно получается нагар, лампочка прогревает. Поэтому используется вот дополнительный прибор. Вышел вот так вот, собственно, полил и протер уже как надо, чтобы не по-сухому шваркать. И дальше это все устранил. Вот в X5 таких допов не предусмотрено. Также еще из приколов, значит, что машина все-таки как-то проектировалась, видимо, дальнобойщиками в душе, потому что противооткатный башмак уже в штатной комплектации присутствует. Ну, потому что надежность. А когда сломался, сразу башмак подставляешь. Все хозяева X3 это очень хорошо знают. И то, почему такой простой способ, как еще и в 46-м и во многих других BMW, определить, почему машина была бита или не была, потому что при сильном ударе первопатрона в аккумуляторе отсоединяет плюсовую клемму уже непосредственно от электрической системы. Естественно, что обратно его никто не восстанавливает, уже делает немножко другой провод под обычную клемму, накидывает. Но у нас еще все хорошо. Но только хозяин, дело в том, что не электрик, и он тщательно обтянул плюсовую клемму. Поэтому она со временем сейчас будет греться, но я надеюсь, где-то через денек полыхнет. Что бы ни случилось, не выключай камеру. Если у тебя есть желание в 2015 году купить себе Mercedes, BMW, Audi, путешествовать по миру и иметь свой успешный бизнес, несмотря на кризис в стране, то прямо сейчас нужно начать заниматься инвестированием в недвижимость. Для этого перейди по ссылке под видео, зарегистрируйся, получи доступ к серии уроков по азам инвестирования в недвижимость, и инвестированием действительно может заниматься каждый. Действовать нужно прямо сейчас, а то, говорят, бесплатный доступ к урокам будет скоро закрыт. Значит, еще хочу обязательно протроллить, потому что вот здесь колпачок аккуратно закрашен, по-моему, украденным у супруги лаком для ногтей или чем? Это баллончиком ты красил? Да. Но получилось отвратительно. А сзади вообще, главное, не закрасил. То есть баллончик был один, видимо, все извел на эту фигню. Догоняя какого-то очкарика, он должен понимать. Да. Короче, шагрень, поцарапана. Молодец, но не получилось. Значит, сам капот по себе железный. Хотя в целом, кстати, вот такой стайлинг уважаю. Но надо было по хардкору, знаешь, чтобы шпаклевка. Вообще позолоченный корпус оцинкован вольфрамом. Позолоченный корпус — это на другом канале. Здесь нельзя употреблять такие термины. Значит, смотри, капот все равно при этом остался железный, тяжеловат. Спасают конкретно газовые упоры. Причем, на мой взгляд, они должны очень быстро уставать, потому что капот большой. Видите, у него аж два замка, чтобы, ну, когда вы развиваете там 300+, видимо, да, в воображении конструкторов, его не открывало. То есть и здесь закусывает, тут все есть. Но вроде как говорят, что эти газовые упоры, тем не менее, не устают. Молодцы, BMW, чудеса какие-то прямо. Если по двигателям, кстати, хочу вот... Ни реклама, денег не платил, даже не знает, что буду рекламировать. Это Володя Потанин. У него BMW 97 канал называется. Человек, который, я не знаю, такое ощущение, что мы, когда готовимся к обзору, мы гуглим. Володя, по-моему, просто покупает машину, ездит на ней 14 лет, а потом снимает обзор. И так раз в месяц. Не знаю, как у него это получается, но, в общем, там энциклопедические данные, если хотите, заходите. Но, опять же, ни реклама, не платил. Много с ним не согласен, поэтому скажу по-своему. Касательно моторов. Действительно, в низах это бензиновый 2-литровый, дизельный 2-литровый, но у меня есть четкое убеждение, что человек, купивший 4-котловую BMW, очень странный человек. Потому что, во-первых, BMW начинается с двигателя. А двигатель у BMW это 6 цилиндров. Это совершенно другие ощущения, это совершенно другая мощность. Потому что бензинка 2-литровая, по-моему, 140 лошадей, ну вообще ни о чем. Дизель 2-литровый, по-моему, сколько там, 100... Там, 150, да, 150 и 170 разных рестайл, типа до рестайл. Но там по 300 ньютонов. Проблема в чем? Маленький дизель на таких мощностях, получается, сильно передут. Он не то что надут, он прям аж передут. И от него совершенно другие ощущения. Там адовый провал на низах, у вас нету этого ощущения вот прям дизельной тяги. И потом он выстреливает, когда турбина уже выходит на буст. Конечно, автоматическая коробка это нивелирует все явление, но вот тот дизель уже не обладает именно такой тягой бешеной, как вот этот нормальный 3-литровый турбодизель. Потому что вот этот дизель с тех же рядных 6 котлов с одной турбины выжимает аж 218 лошадиных сил и пол
полкило момента, то есть 500 ньютон-метров крутящего момента. Реально бешеный пинок, по идее, должен быть, но трансмиссия отрабатывает блестяще, и машина разгоняется действительно очень интеллигентно, мне понравилось. А если мы берем бензиновый, опять же, рядный 6-цилиндровый мотор, то там будет до рестайла 231 лошадь, после 272, и 272 лошади после рестайла возникает большой косяк, потому что прирост мощности не такой уж и большой, а прирост по налогам просто космос. Момента там тоже хватает, но это все даже не суть. Его там, конечно, не столько, сколько у дизеля, это уже не имеет значения. Имеет значение именно этот самый психологический фактор. Хорошо, что есть, кстати, очень развитое сообщество. Вот тут соглашусь с хозяином, потому что вчера, когда гуглил, это единственный момент, когда на машину, казалось бы, далеко не подверженную колхозу, там, да, руками во дворе, что-то вот там с пивком, но тем не менее, ты заходишь на форум, и вроде как не то, чтобы она часто ломается, но все разжевано, абсолютно всякие мелочи, там и вот про трапецию дворников, и про какие-то сошки, про что-то, ну там такой прям список факу сразу того, что ломается. Это позиционирует очень сильно как и хозяев, людей адекватных, которые, в принципе, не боятся заморать свои руки и трезво признают, что в машине есть определенные недостатки, так и огромный плюс при эксплуатации этого сокровища, что вы всю инфу можете найти, поднять и починить все действительно намного дешевле, чем у официалов. Бла-бла-бла, открывая салон, сразу хочу сказать, вот этот гребаный порог, абсолютная срамота, потому что с одной стороны на него можно вставать, вот единственный его плюс, ну-ка, под 63, да даже можно, вот мелочь уже брызгается там, да, у меня в кармашке, а это нет, но штаны всегда просто в расход, потому что я сейчас пробовал, давайте инструкция по вылезанию из BMW чистым, значит, шикарно, да, вы чувствуете, просто я сейчас истощаю успешность, или подошел к BMW, смотрите, у вас есть особое, как, значит, в танцах, то есть у вас ставите ногу вот так, специально, у вас уже позиция, запоминайте движение, значит, таз поворачиваете, вот это аккуратно вот сюда, вот так, представляете, я красивая баба, да, вот я вот это вот сейчас, радость гинеколога осуществляю, залез, молодец. По-другому по бороде или стрелок пустишь, подруженция, или штаны, дружище мой, запачкаешь. Спасибо BMW X3. Поэтому, если есть возможность отказаться, а вот от этой срамоты, отказывайтесь при первом же случае. Но пон дороже денег, поэтому все ставят. Регулировки руля у нас механические, со странной какой-то там пружиной. Пружина всегда вверх, то есть надо как-то отжал, зафиксировал. И очень, кстати, узкие, очень узкие. Для этой цены, я считаю, это просто адовый фейл. Потому что гламурные киса, ну-ка, давайте хоть регулировки кресел-то проверим. Комментарий излишний. То есть я себя не вижу, но уже чувствую, что хорошо даже. Просто. Как я... Да нет, еще зазор с ладонь как раз. Но, не, это по опыту. Та-та-та-та-та-та-та. Не, нормально, девчонки, берите. Без проблем. Так, а если я реально рослое чмо какое-то? Так, сейчас. Да что ж так? Погоди, смотри, я двигаю, да, нажал спинку, и все, я уже не двигаю. Какой-то глюк. Также со спинкой. Одновременно не хочет, а на Мерседесе хочет. Слив засчитан, BMW. В общем, по регулировкам есть конкретные вопросы. На самом деле, такой универсальный автомобиль должен быть универсальным во всем, а тут явно слив. Подушечка выдвигается, но... Да как же, вот как она выдвигается. Но нифига не электрический, опять же, не барство. И, как я понимаю, ни в какой комплектации никогда именно в X3 эта подушечка электрическая, опять же, не станет. Но ничего, потерпим, как говорится, все-таки не накопилишь. В плане кнопочек памяти меня всегда прикалывало, потому что в данном случае их 3. То есть подразумевается, что может за этой машиной ездить как хозяин, глава семьи, ну или хозяйка семьи, так и, собственно, ее муж, в общем, и, видимо, еще их ребенок. Вот у меня всегда есть вопрос, кто тот третий, кто кроме тебя и твоей жены еще ездит на этом BMW? Не тот ли мудак, который нажимает красную кнопку М на этом кресле постоянно? Поэтому ты третье положение, как, в общем-то, любящий супруг, но что-то подозреваешь, настраиваешь все время как-то адски неудобно, чтобы когда эта оленина села, чтобы ее просто заплющило сразу об руль, а на следующий день настройки возвращаются обратно. Странная ситуация. Спасибо, BMW.
задний ряд просто обязывает из вас зимой делать некого банщика. Потому что сзади та же кожа, ее очень много, она очень плотная, хорошая, крепкая. Поэтому у вас всегда с собой, значит, махровое, уютное полотенчико. Вы так с ним и ходите, в общем, до машины, из магазина. Поэтому подошли, спокойно расстелились, значит, ну, потому что у вас премиум класс, это нормально. И потом уже спокойно на это вот полотенчико, может, его еще и на поясничку сюда как-то себе подкинули, чтобы не закончить сегодняшний день в стационаре. И уже потом садитесь. К остальному же претензий вообще нет. То есть вы чувствуете, я сижу сам за собой, но мне не то чтобы удобно, мне вообще удобно. То есть это действительно как дома. Единственное, что я не понимаю, почему вот это чиполинство, когда у нас есть серебристая ручка открывания двери и никакой поддержки. То есть ни окантовки, ни даже попытки как-то рельефом все это выделить. Просто прикрутили и все. Жалко, что здесь сбоку еще не торчит два самореза китайских. Вот реально подошло бы. Даже кармашка вот этого здесь у вас нет. Отдельных дефлекторов для заднего ряда, чтобы вам дуло в лицо, тоже нет. Дуть будет только в ноги. Поверху у вас, конечно, есть типа еще панорамная крыша, наша вторая секция, вот эта задняя, которая вам, в принципе, в лысину, если что, подсвечивает солнечный день солнышком. Это приятно. И подлокотник. А какой-то особенной роскоши. Ну-ка, у нас спинку-то можно по-другому настроить. Спинку настроить нельзя. Ну, то есть в китайце за 600 тысяч вот сзади примерно так же. Молодцы. А вот что есть прикольного, это огромный центральный подлокотник. То есть, если вы едете в этой машине вчетвером, а вы обязательно будете ехать в этой машине вчетвером, потому что если впятером, ну вы просто какие-то тупые, потому что пятое это просто унижение, его уже за человека даже считать никто не будет. Потому что вот огромный центральный туннель, он коленками будет себе выбивать на кочках зубы, а поверьте, будет, потому что не самая комфортная задняя подвеска. Но поэтому вчетвером вообще класс. То есть смотрите, как широко. Два человека могут положить сюда руки, локтями тереться друг об друга не будут, что важно. Никакой гомосятины, все уже учтено на заводе. Плюс к этому вы открываете, а здесь у вас могут быть журналы, еще и с гулящими женщинами, все что угодно, любые домашние заготовки, наркотики, все поместится вообще без проблем. Еще есть кнопочка, и у вас два подстаканника, причем они, по-моему, рассчитаны на то, что машина при этом едет по пересеченке, потому что они очень глубокие, они фиксируют в себе стакан просто намертво. То есть даже если из него уже все вытекло, вот так просто забрызгало люк сверху, то сам стакан останется здесь просто недвижим. Плюс к этому можно, конечно, еще опрокинуть. Ну, во-первых, вот это кстати, вот что подтверждает то, что настоящая кожа. Смотрите, какая плотная. Прям вот недолюбиться. И здесь есть супершторка, которая у нас она отсутствует. Да. Которая могла быть, если вы, конечно, доплатите денег. Но, к сожалению, все не в этой реальности. На ходу, ты понимаешь, конечно, с первого раза, абсолютно с первой доли секунды, что это BMW, когда ты просто начинаешь поворачивать руль, потому что он немножечко туговат. А то, как клацает поворотник, возвращает тебя в папину, наверное, 2106 какого-нибудь 79-го года выпуска, потому что клацает отвратительно. То есть этот поворотник, он точно не электронный, он именно в виде тупо какой-то релюхи, которая стоит вот там за приборкой и нормально так сама по себе щелкает. То есть не по-царски. Вообще, все, X3 это вот и есть такой раскос царскости BMW и холопности низкой вот этой трешки. Потому что трешку к BMW я отношу, в принципе, так с натягом. И несмотря на то, что все-таки X3 это уже 46-й кузов, а 46-й это моя любимая трешка BMW, то все равно чего-то вот здесь не хватает. Когда пересаживаешься с 53-го, ты понимаешь, что да, это прям реально такой корабль. Ты как на троне сидишь. Здесь у тебя вроде все хорошо, вроде о тебе подумали, вроде у тебя все классно, а есть вот эти ощущения BMW, что самое главное, ты четко понимаешь, что ты купил эту машину за марку и сделал это не зря, но чуть-чуть чего-то не хватает. А чего именно, понять мне даже трудно. Может быть, немного аскетично, слишком как-то, может быть, какая-то вот эта тонкая грань. Может быть, это даже, кстати, с дизелем связано, потому что он немножко вибрирует. В принципе, это тебя не особо парит. Но главное, что все это не имеет никакого значения, когда ты переводишь селектор влево и нажимаешь газ.
все. Вот остального тебе делать чего-то уже, в принципе, не очень хочется. Ты только наслаждаешься этим моментом, потому что момента здесь практически полкило, как говорится, 500 аж ньютонов. Вдавливает сразу, и главное, что оно вдавливает тебя тактично. Без рева, без какого-то пинка в зад, который, кстати, очень любят, допустим, те же Audi. Когда ты разгоняешься, у тебя аж коробка должна чуть ли не с ударом воткнуть понижайку, ты получаешь вот такой подзатыльник от подголовника, и уже как-то разгоняешься. Здесь вот прямо нежно тебя подхватывает. Возможно, за это, кстати, именно X3 обожаем такой категории людей, как вам сказать, супруги обеспеченных господ. То есть они успешно доказывают вам свой статус. Ты, когда на дороге видишь BMW, ты понимаешь, что, в принципе, вот эту машину ты не боишься. Да, то есть там едет какая-то или курица, ну неважно, в общем, там едет какой-то человек, который как бы тебе не опасен. Но за этим человеком уже могут конкретно скрываться люди, которые доставят тебе некие неудобства в случае, если они этого захотят. В общем, вот такая сложная схема, но как-то вот под коркой люди ее чувствуют. То есть эта машина доказывает свой статус не нарочито в лоб, как тот же, да, 53-й или какие-то другие уже большие собратья, но дает тебе понять, что все может быть. Понимаю, вот смотри, нас подпаливают из девяточки. 10. Ты что там щеки дуешь? Давай их спросим. Можно? Можно? Нет? Стесняются. Скажите, как тачка? Нормальная? Нет вообще? Нормально. На троечку? Да, 3 с плюсом. А на пятерочку это какая? Спасибо. Повыше, слушай, ну нормально. А ты им пошлости в ответ. А какие приятные женщины. В объеме двигателя. Проезжающая женщина оценила нас в 4. Чего при этом не хватает до пятерочки, по моему мнению, это, наверное, плавности хода. Единственный косяк, что если бы, конечно, у нас была та плавность хода, то есть, скажем, на рельсах помягче, зад бы не подкидывал на лежачих полицейских, то это потащило бы за собой точно адаптивную подвеску, потому что все-таки короткая у нас база, но не сделаешь ты вот из коротыша прям облако. И при этом, чтобы оно одновременно еще и рулилось. Вот так вот, конечно, нам сейчас по этим реалиям погодным полностью не испытать, но тем не менее. В общем, есть куда стремиться, однозначно. Но я считаю, за тот ценник, за который сейчас эти машины продаются, это, как я понял, до миллиона, то, в принципе, реально хорошо. То есть, если мы сравниваем с одноклассниками, с кроссоверами за 500, которые мы можем купить, понятно, что там, может быть, какие-то более простые по конструкции варианты, те же там Hyundai, Kia, если уж совсем опускаться, да, вот на это корейское дно, то здесь, конечно, ощущение однозначно круче. Давайте попробуем разгон до 100, разгоняться будем сразу по хардкору, спорт-режим, 2 педали. Ну, не надо, точно. Не будем разгоняться сейчас. Вон, смотри, даже уже какая, а? Давай, лупанем 2, потом отпустим тормоз. Сейчас отпустим эти все, оленину вперед на Шкодах. Погнали. Ух ты, как вот это было с 2 педалей, хорошо. Так. Давай, давай, дотянем. 100, все. Идеальный разгон до 100. Страшно всем. Водителю, пассажиру, оператору, хозяин. Хозяин, по-моему, сейчас выпил всю чашку кофе залпом, которая у него была уже 2-й месяц в салоне, а сейчас пригодилась. А вот первый провал, который ты сразу, ну вот я все-таки как человек какое-то отношение к дизайну имеющий, наверное, где-то в душе, то замечаю, что дерево есть на ручке, на одной, на второй, сзади даже есть. Дерево есть посередине, вот здесь около переключения передач, рычага, да, все здорово. Но сильно не хватает поддержки деревом где-нибудь тут, посередочке. Вот прям реально нет, ну хоть маленькую полосочку, хоть чуть-чуть, ну где-нибудь бы вы дали, потому что получается конкретный провал, понимаете? Пластик, особенно здесь, он вообще никакой, он абсолютно такой дурацкий, какой-то тоненький, около китайский. С этим-то все нормально, тут понятно, фактурка такая приятная, класс. Но вот здесь чистейшая дешевейшая борода. А хотелось бы, чтобы вам как-то напомнили еще раз о том, что вы купили ни разу не дешевый и все-таки действительно комфортный автомобиль. По центру первое впечатление, которое у тебя создается, что ты в таком небольшом самолете, потому что очень много кнопок, они растянуты, особенно так вдоль, и за счет этого создается ощущение этой вот немеренной такой консоли центральной. Хотя по факту кнопок мы все видим, что здесь совершенно обычное количество. Вверх это управление магнитолой, которое называется BMW Business CD. И в этом бузинесе есть небольшая проблема, что нету USB. Видимо, у них такой очень скучный бузинес, но однако играет
Потягает все это, я бы сказал, на крепкую 4. 4 означает то, что, в принципе, в этой машине прослушивание на такой магнитоле радио уже может быть приравнено к богохульству. Потому что то качество звуков, которое воспроизводит это устройство, уже подразумевает, что вы должны вставлять или диск, или в нашем случае уже юзать MP3 трансмиттер, но, в общем, как-то пытаться избежать именно радио, потому что там по частоте все зарезано и реально хочется большего. Причем, смотри, мы громкость прибавляем, да, никакой индикации прибавления громкости нет. Знаешь, какая здесь? Ну, типа, на BMW тупые не ездят, они же слышат, что громкость добавилась. Почему у них вот индикатора уровня громкости нет, а у печки почему-то индикатор есть? Я вот этого не понимаю. Убрали бы это тогда. Ну, ты же не тупой, ты слышишь, что вот сейчас дует, да, сейчас сильнее. Так бы и регулировал. А в чем проблема-то? Они это зассали, что ли, там у себя в инженерном бюро вот это все это так сделать? Тряпки. А раздельный климат? Погоди. Ты вот это сейчас серьезно? Нету раздельного климата? А он будет дорогой комплектацией? Как так? Ладно. Все, спасибо. По нижнему ряду кнопок у нас имеются прекрасные 2 подогрева передних кресел. О, пошел навар, хорошо. Аж по 3 уровня в каждом. То есть будете ощущать себя великолепно. Вот так-то, бояре. Под всем этим немеренная пепельница, вернее, немеренная шторка пепельница. Вы послушайте, смотрите, сейчас микрофон поднесу. Короче, скрипит, как старые ворота. Ну, в общем-то, и машина не новая. Но зато есть еще прикуриватель. И прикуриватель в этой машине получается уже 3-й. Потому что один спереди, один сзади и один в багажнике. Никаких проблем, кстати, даже в 2007 году. Ну и сам селектор КПП очень удобный, естественно, никаких нареканий. И дальше у нас есть бокс в центральном подлокотнике. Он большой, немеренный абсолютно. Сюда влезут и диски, и фалообразные какие-то фантомы, как нам говорит реклама, и даже нож, чтобы, видимо, все остальное фалообразное уже как-то отрезать. И у этого боксика есть еще один уровень. Маленький. Ну, какая? Вот эта кнопка. Вот, открывается. Здесь у нас абсолютно 2 ниши под ручки. И главный вообще баян всего BMW. Вот это царство маразма, которое позволяли себе в проектировочном бюро, вернее, да. Смотрите, нажимаем кнопочку. Москва не резиновая. Опять же. Выскакивает лодочка вот эта вот такая. Вы ее запускаете в вешнюю лужу. Она уплывает, и сюда можно вставить мобильный телефон. Это все ладно, и у вас есть рядом кнопка возле мобильного телефона, кнопка включения громкой связи. То есть вы едете, и чтобы вы не отвлекались от дороги, у вас позвонил телефон, вы должны открыть подлокотник, все равно добраться до этого драного телефона и нажать кнопочку громкой связи. Ну не гениально ли? Просто, мне кажется, шедевр. То есть, возможно, есть мотивировка, что этой кнопки может не быть, вернее, на вашем руле. Но все равно, чтобы включить гребаную громкую связь, вам нужно добраться в неудобное место для телефона. То есть, понятно, вот те единичные случаи смертей на дорогах в Германии, они, видимо, из-за этой кнопки все-таки случаются. По низу ситуация довольно типичная для любого BMW, то есть много всяких сложностей, много наворотов, но тем не менее много и позитива. Задний мост — это, естественно, независимо подвешенный редуктор, отдельный на своем подрамничке стальной. Я вот вижу, у него здесь немножечко есть силуминовых элементов. Они, по-моему, даже не особо-то и несущие. То есть они какое-то усиление осуществляют, но явно не основное. От него, естественно, уже через полуоси приводится усилие на задние ведущие колеса. Причем этот редуктор является основным. Он переваривает 60% момента минимум и до 100 в пиках, когда передок отключается полностью. Поэтому он, в общем-то, довольно злой, надежный. Ну, кстати, или когда полный привод ломается, вы тоже остаетесь только на заднем. То есть машина при этом своей способности передвигаться не теряет, что, кстати, приятно. По замороченности подвеска тоже, я бы сказал, это не самая жесть, если мы рассматриваем BMW. То есть это всего 2 поперечных рычага, из которых верхний просто немеренный, и в верхний же упирается пружина, которая идет наверх уже. И забавно, что у этой пружины есть один такой недостаток, она много у кого ломается по нижнему витку, и вы немного занижаете стили Б-пана. Но учитывая, что тачка все равно высокая, даже с таким занижением можно продолжать ездить дальше. Хотя, в общем-то, осадочек такой имеется. По сайлентам, и особенно сайленту поперечному,
поперечного, продольного рычага, единственного очень злого. Тут, если вопросы и возникают, то если совсем как угорелый по городу ездите, сшибаете рогами троллейбусные провода, тогда, конечно, уже и сайленты подходят к концу. Но в целом при обычной гражданской езде заморочить их за какие-то адекватные пробеги, типа там 100-150, практически ни у кого не получается. Амортизаторы отдельно от пружинки стоят, кстати, что удобно. Можно, в принципе, колхозить самому, даже во дворе поменять. Меняются они довольно легко. Ближе к морде у нас, конечно, уже идет стыдливо спрятанный за так называемыми защитами, хотя, сами понимаете, от слова защита это, в общем-то, ну, не защита нифига, это пыльник, просто чтобы не пачкалось. У нас торчит отсюда хвостик раздатки. Так вот, раздатка в X3 это просто адская сатана. Именно благодаря этому прибору машина так хорошо едет и обладает именно таким вот этим распиаренным приводом X-Drive, хотя у этого привода на самом деле столько вариаций, что вы не представляете. Но вот одна из них здесь представлена. Но именно из-за этой же коробки, в общем-то, и связаны все гарантийные нарекания с этим автомобилем. Вообще очень много поломок именно по этому агрегату. Существует куча контор, которые его чинят, куча способов починить это дешевле, дома, в гараже, на даче у бабушки с пивом, как угодно. Потому что в этом корпусе они умудрились соединить и цепь Морзе, и пакет фрикционов, и электрический сервопривод. То есть там стоит муфта многодисковая, как обычно, которая перекидывает часть момента на переднюю ось. До 40%, как мы все понимаем, при условии прямого руля и полностью нажатого газа в пол. Тогда все это работает. В остальных условиях там уже идет ослабление. Но если обычно это бывает реализовано за счет масляного насоса, там открывается клапан и давлеком фрикцион сжимает, то здесь это электрический сервопривод. Очень похожий на то, что мы видим обычно в джипах рамных, типа Part-Time. Но здесь он работает постоянно, в нем колесико, пластиковая шестерня, которую слизывает. Она все время молотит. Даже когда вы просто только включили зажигание, уже происходит проверка в виде полного закусывания этой муфты и отпускания ее обратно в рабочее положение. И вот благодаря этому всему происходит совершенно сказочный процесс с этой коробкой. У нее и ссут сальники, и накрывается сервопривод, и слизывает шестерни, и растягивает цепи. В общем, много элементов, и каждый из них рано или поздно кончается. Тем более, что узел чрезвычайно нагружен, находится постоянно в работе, практически при любых условиях движения, меняет свои алгоритмы, и поэтому это реально косяк. Было бы проще, было бы надежнее, но, наверное, не так зажигательно. Типа BMW. Передняя подвеска также здесь не самая сложная, то есть это не 7-е серии, не всякие замороченные адаптивные, это все-таки простое железо. Даже если вы берете вариант с убитой полностью подвеской, в которой все гремит, трещит, то восстановление ее не обойдется в какие-то космические деньги, но в 1040-50, наверное, впишитесь. Хотя с таким курсом я уже, честно говоря, не знаю, на что это, честно говоря, конвертировать. В общем, пневмы нет, адаптивных всяких амортизаторов, изменяемой жесткости нет, никаких гипернаворотов нет. Обычные шаровые опоры, обычные сайлент-блоки, обычные рычаги, датчик, амортизатор, никакой заморочки. Даже тормоза у нас, я чувствую, или однопоршневые, или двухпоршневые. Ну-ка, что у нас с той стороны? Ты снимай все. Давай, это будет вот такой дубль, потому что у нас авторитетная передача. Однопоршневые тормоза. Ничего себе, я рассчитывал, что хотя бы парочку-то запихнут. Ну да. Один поршень, один штуцер. Ну, как видите, подвеска самая простая. То есть ни о каких там суперспортах, естественно, никаких М-версий X3 никогда не имел. Поэтому здесь все очень довольно-таки универсально и подъемно даже для вашего, возможно, нищебродского бюджета, если вы взяли самую простую и старую версию. По итогу тачка получается на самом деле весьма интересной. Она, опять же, не пафосная, она делает из вас такого человека, можно сказать, с чувством вкуса. Это тот случай, когда вы можете утонченно подчеркнуть свой статус. Люблю я такие машины, которые никогда не кричат, что я первый, я лучший, я самый большой, самый сильный и так далее, но тем не менее они обладают всеми нужными вам характеристиками, потому что список ваших требований, если вы покупаете X3, в любом случае не максимальный. Вам нужно просто ездить комфортнее, чем остальные, быть немножечко богаче, может быть, успешнее, чувствовать себя так слегка в приподнятом настроении, но при этом никого не ущемляя на дороге и не показывая какое-то свое расовое превосходство. Интересная логика, которую BMW хорошо продвинула в Европе, но которая очень медленно и очень сложно приживается у нас в России. Мне лично машина действительно понравилась, хотя я и признаю, что она не лишена многих косяков и действительно не очень понятной цены эксплуатации, цены обслуживания. Ведь если вы купите автомобиль, который уже имеет какие-то косяки, устранить
поклонение их может стать конкретно в большие деньги. Поэтому, приобретая такой автомобиль, все-таки понимайте, что самые дешевые предложения на рынке могут оказаться не самыми дешевыми в эксплуатации. Тем не менее, попробовать, поездить и узнать, что такое BMW X3, лично я вам рекомендую. Спасибо, что смотрели, всем огромной удачи и пока!